Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такую корзинку желудь. Смотрите, вот такая корзина и вот такая крышка. Так, как связать такой листик, у меня есть подробный видеоурок. В описании оставлю ссылку на данный видеоурок. Вот у меня такие красивые осенние цвета. Сама корзинка связана из полиэфирного шнура 5 мм сердечником, крючком номер 5,5. Но для данного видеоурока я возьму вот такой плоский шнур, потому что коричневый плохо вам будет видно. У меня есть такой шнур, но для видеоурока очень сложно снимать таким темным цветом, вязать, да, вам не очень будет видно, поэтому для видеоурока воспользуюсь шнуром карамель. Это тоже шнур 5 мм, цвет печенье, но он плоский, без сердечника. И для крышечки тоже возьму вот такой вот светлый цвет. Это у меня вообще шнур от фирмы Меланж 3 мм и крючок номер 5. Поэтому, если вы хотите именно такую же шкатулку, то да, рекомендую использовать шнур 5 мм сердечником. В описании оставлю ссылку, где покупала такой шнур и где можно купить вот такой плоский шнур. Итак, приступаем. Итак, чтобы не было видно в корзинке и при вязании донышка следов перехода на новый ряд, мы будем закрывать каждый ряд хвостиком. Поэтому оставила хвостики для донышка и для стенок, ну, где-то из расчета 90-100 сантиметров можете оставлять. Вот у меня хвостик. Далее делаем кольцо. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Итак, хвостиком нашим стягиваем хорошо кольцом. Стягивайте так, чтобы никакого отверстия не было видно, потому что мы сейчас закроем хвостиком, то есть потом вы это не исправите. Распускаем последнюю петлю и закрываем хвостиком. Заходим под первую петлю с изнанки. Вытягиваем наш хвостик. Перемычка полупетля. Опять же вытягиваем хвостик. Вот, и таким образом мы сделали последнюю вот такую петельку красивую. Вот наш первый ряд. Просчитайте, должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких косичек. В том месте, где выходит хвостик, мы будем вязать узором галочки в раскол. Выходим на изнанку и вытягиваем основной шнур. По правилу идеального круга каждый ряд у нас будет увеличиваться на 6 столбиков, поэтому под каждую петлю вот провязываем прибавку, то есть по 2 столбика без накида. Так, ищем следующую петлю в раскол. Сейчас покажу, как с изнанки это будет выглядеть. Вот, чтобы крючок раскалывал вашу петлю на 2 половинки. Вот в первом ряду это не очень удобно. Смотрите, вот с одной, с другой стороны и перемычка сверху. И опять же мы провязываем по 2 столбика, чтобы во втором ряду у нас было 12 столбиков. Находим следующую петлю, делаем ее в раскол вот таким вот образом. 1, 2. Так, мы провязали 6 столбиков и еще остается 6.
Раз. И 2. Еще 4 столбика. Все, и последние 2 столбика. Крючок выходит в раскол, провязываем 1 и провязываем 2. Как я вам уже показывала, последнюю петлю распускаем, находим наш хвостик, вытягиваем нить и формируем вот так вот, заходя с изнанки, последнюю петлю. Перемычка, полупетля, и выводим на изнаночную сторону. Все петли подтянули, вот мы провязали второй ряд. Находим основную нить, переходим к вязанию третьего ряда. Опять же, теперь наш ряд увеличится снова на 6 столбиков, как и в принципе обычно. Каждый ряд у нас увеличивается, только между прибавками у нас будет расстояние 1 петля, 1 столбик. Так, заходим в раскол. Вот так вот, где выходит у нас хвостик, то есть здесь такая неполная петля, и сюда провязываем 1 столбик, следующую в раскол мы провязываем прибавку. 1, 2, и чередуем одиночный столбик, и прибавка. 1, 2. И так до конца ряда. То есть сейчас у нас одиночный. Далее идет прибавка. 1, 2. Довяжите до конца ряда, посчитайте, чтобы у вас получилось 18 столбиков. Так, последняя у нас была прибавка, то есть в одну петлю мы провязали 2 столбика, распускаем последнюю петлю и закрываем хвостиком. Подтянули все петли. Так, где выходит хвостик, заходим в раскол под эту петлю. Вот она у нас такая неполноценная. Так, и сейчас расстояние между прибавками у нас уже будет 2 столбика. И прибавки делаем там, где не было прибавок в прошлом ряду. То есть мы провязываем одиночный столбик. Здесь, да, дальше мы делаем прибавку в раскол, сюда провяжем 2 столбика, 1, 2, далее 2 одиночных, 1, 2, 2 одиночных и снова прибавка. В данном ряду у нас должно получиться 24 столбика. Обязательно просчитывайте. То есть расстояние между прибавками будет 2 одиночных столбика. Здесь будет 2 одиночных, здесь прибавка. Вяжем до конца ряда. Итак, довязываем 4-й ряд. Здесь мы сделали прибавку. И так как мы начинали с одного одиночного столбика, то в конце провязываем еще один одиночный. Все, расстояние между прибавками 2 столбика. Все, последнюю петлю распускаем и закрываем хвостиком. Для донышка нам остается провязать еще 1 ряд. И далее перейдем на стенки. Стенки мы тоже будем закрывать красиво хвостиком, чтобы
наша корзина изнутри была идеально ровной и не было видно никаких переходов. Там, где выходит хвостик, заходим и провязываем первый столбик. В 5-м ряду у нас должно получиться 30 столбиков. 30 столбиков без накида. Так, один одиночный. Провязываем здесь прибавку. И расстояние между прибавками у нас уже 3 столбика. То есть мы провязали прибавку и 3 одиночных столбика вяжем. Раз. Два. Три. Так, снова у нас прибавка. И 3 одиночных столбика, прибавка и так далее. Просчитайте, чтобы в 5-м ряду было 30 столбиков. Итак, начинали мы с 1 столбика, а расстояние между прибавками у нас 3 одиночных. Поэтому, провязав вот здесь прибавку, мы еще довязываем 2 одиночных столбика. Раз, два. Так, распускаем последнюю петлю и закрываем хвостиком. Все, мы связали с вами донышко. Сейчас будем переходить на стенки. Просчитайте, чтобы у вас было 30 столбиков. Вот такой идеальный круг у нас получился. Смотрите, никаких узелков внутри, так как закрывали хвостиком. Переходим на стенки. Итак, переходим на стенки. И чтобы нашей корзине передать вот такую полукруглость с самого начала, да, мы сделаем 4 прибавки. Так как у нас 30 столбиков, ровно на 4 не делится. Смотрите, что мы делаем. Там, где выходит хвостик, да, мы берем наш шнур и провязываем. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. То есть мы полупетлю перемычку, 6-й столбик, провязав 6, делаем прибавку в следующую петлю. Раз, два, провязывая 2 столбика, захватываем полупетлю и перемычку. Так, 6 столбиков в следующую прибавку, а теперь провязываем 7 столбиков в следующую прибавку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и делаем прибавку. Раз, два. Так, и еще полкруга осталось. То же самое сделаем. Провязав 6 одиночных, сделаем прибавку, 7 одиночных, прибавку. То есть, чтобы в 1-м ряду у нас было 4 прибавки. Итак, мы провязали первый ряд стенок, делая 4 прибавки, то есть всего у нас должно получиться 34 столбика. Закрываем мы здесь тоже хвостиком. Смотрите, вот у нас последняя прибавка здесь была, поэтому вот закрываем хвостиком. Точно так же. И следующие 11 рядов мы вяжем стенки, не делая никаких прибавок. То есть все 11 рядов у нас должно быть 34 столбика в каждом ряду. Подтянули. Так, вяжем в раскол, не забываем. То есть все, провязали первый столбик, далее в раскол, второй и последующие. Как вязать, как закрывать ряды, вы уже знаете. Я покажу вам, как провязать
2 последних ряда. Мы в предпоследнем сделаем также 4 убавки. И последний ряд мы просто соединительными столбиками провяжем для плотности краев нашей корзинки. Поэтому сейчас 11 рядов вяжите самостоятельно в раскол. Смотрите, чтобы крючок проходил, как я вам показывала, вот таким вот образом. Закрывайте хвостиком каждый ряд. Все. Еще 11 рядов, то есть всего с первым это будет 12. Вяжем самостоятельно. Итак, мы провязали, считая первый ряд, 12 рядов. То есть первый мы делали 4 прибавки, а со второго по 12 мы провязали просто без каких-либо прибавок. Вяжем предпоследний ряд, делая убавки тоже таким же образом, как и прибавки мы делали. То есть сначала первую убавку мы через 6 столбиков. Первый, второй столбик без накида в раскол, третий, четвертый. Такой немножко бочонок сделаем, чтобы крышечка хорошо заходила. Провязали 6 столбиков и далее делаем вот такую убавку. То есть в первый столбик вытянули петлю, во второй вытягиваем 3 петли на крючке, провязали вместе. Вторую убавку через 7 столбиков. Вот как в первом ряду мы делали прибавки, то есть так сейчас мы делаем убавку, чтобы в последнем, вот этом, в 13 ряду у нас получилось 30 столбиков. Так, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка у нас. Раз, 2, 3 петли на крючке и провязали. Сделайте еще 2 убавки самостоятельно. Первую через 6, вторую через 7 столбиков, вот в последнюю петлю. И останется нам провязать последний ряд. Так, последнюю убавку мы провязываем. Раз, 2, и все 3 петли мы закрываем хвостиком. Вот какой хвостик небольшой остался. То есть 90 сантиметров нам вполне хватило на донышко и на стенки этой корзинки. Вот так хорошо стянули. Внутри хвостик надо будет спрятать. И теперь последний наш ряд мы делаем, идем полностью под петлю, вытягиваем нить и вот так вот проходимся. Укрепляем стенки, последний наш ряд, и далее перейдем, будем вязать шляпку. Все. Покажу, как в конце закрыть ряд. Итак, я уже обрезала свой шнур. Смотрите, довязываем вот до этого места, вытягиваем шнур и делаем последнюю красивую петлю. Здесь заходим с изнанки. Подтянули все, чтобы все было ровно и одинаково. И так, смотрите, за счет того, что мы закрывали хвостиком, наша корзина изнутри без каких-либо выпуклостей. То есть идеально ровненькая. Хвостик вот так вот протянули, обрезали и припаяли зажигалкой. Все, нам останется, только мы берем светлую нить
И далее вот эту шляпку будем вязать. Итак, для шляпки беру вот эту светлую нить, но вот этот светлый шнур, вот этот шнур у меня 3 миллиметра, поэтому крючок возьму я 4. Здесь у меня шнур был одинаковой толщины, поэтому если я сейчас при вязании увижу какую-то разницу, я вам обязательно сообщу. То есть начинаем вязать точно так же, как я вязала вот здесь. Здесь у меня шнур 5 миллиметров сердечником, еще раз напомню, то есть одинаковый. И я использовала крючок 5,5, как для шляпки, так и для основания. Очень удобно, что вы можете, в принципе, использовать небольшие свои клубочки. Поэтому просто сейчас покажу, как ориентироваться на что. Итак, делаем кольцо, берем еще маркер, потому что будем вязать узор верблюд по спирали. Вытягиваем петлю, провязали. И еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем наше кольцо. То есть, чтобы по перемычкам вы посчитали, так как узор верблюд, он за перемычки вяжется. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких перемычек должно быть. И хорошо стянули, чтобы не было никакого отверстия. Идем и за первую перемычку, опять же по правилу идеального круга, мы вяжем за перемычку, и круг у нас увеличивается на 6 столбиков. То есть во втором ряду у нас их будет 12. За каждую перемычку мы провяжем по 2 столбика без накида. 1, 2. Поставим здесь маркер в начале вязания второго ряда, потому что мы каждый ряд не закрываем, а вяжем по спирали. За вторую перемычку снова 2 столбика и так далее. То есть всего должно быть у нас 12 столбиков. За каждую перемычку мы провязываем по 2 столбика. Итак, переходим на третий ряд. Опять же, по правилу идеального круга, каждый ряд увеличивается на 6 столбиков, и теперь расстояние между прибавками будет 1 столбик. Провязываем здесь 1 сначала в перемычку. Так, а далее делаем прибавку. Прибавка, то есть под одну перемычку 2 столбика. Далее снова у нас одиночный столбик и прибавка. И таким образом мы чередуем. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков. Здесь будет одиночный, здесь прибавка. Вяжем за перемычки, не забываем. Итак, провязали третий ряд. Переходим к четвертому. В третьем у нас должно получиться 18 столбиков. Можете просчитать вот эти косички. Далее между прибавками у нас будет расстояние в 2 столбика. Первая петля была одиночная, поэтому сейчас сюда провязываем прибавку. Ставим маркер. И далее 2 одиночных столбика у нас. 1 столбик, 2 столбик. Далее снова прибавка. Один и еще один. Так, в четвертом ряду у нас должно получиться 24 таких столбика. Расстояние между прибавками 2 одиночных. Так, заканчиваем четвертый ряд. Мы провязали прибавку и делаем 2 одиночных столбика. 1,
и 1. Переходим к 5-му ряду. Так, здесь у нас расстояние между прибавками 3 одиночных столбика. Мы сразу в начале и провяжем их. 1 одиночный столбик. 2, 3 и прибавка. Раз, 2, 3 и прибавка. 1, 2. Итак, вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду у нас должно получиться 30 столбиков. Переходим к вязанию 6-го ряда. Расстояние между прибавками 4 столбика. Так, ну здесь у нас 1, 2, 3, 4. Если мы будем брать 4-й, то здесь у нас была прибавка. Поэтому мы в хаотичном порядке мы просто провяжем 2 столбика одиночных. Поставим маркер. Сделаем прибавку. Главное, чтобы прибавка нынешнего ряда не попадала на прибавку предыдущего ряда, чтобы не было таких острых углов. Сделаем прибавку и далее провяжем 4 одиночных столбика. Но закончим ряд 2 одиночными, так как мы начинали с 2 одиночных, прибавка, а расстояние между прибавками у нас 4 столбика. Так, 1 одиночный, 2 одиночный, 3, 4 одиночных и прибавка. Вяжем этот ряд. Должно быть здесь 36 столбиков, и ряд должен заканчиваться 2 одиночными. Еще раз повторюсь, потому что мы начинали с 2, а расстояние между прибавками у нас 4 столбика. Вяжем этот ряд. Так, смотрите, провязав 6 рядов, уже можно примерять. А вот сейчас, примерив, да, мы еще провяжем 1-2 ряда, будем смотреть. То есть надо, чтобы крышечка была немного больше, чем сам наш этот бочонок. Вот здесь, так как у нас шнур был одного размера, я провязывала 6 рядов. И далее 2 ряда шла просто без каких-либо прибавок. И последний ряд, ну я вам это буду показывать, вот эти 3 последних ряда. То есть здесь мне хватило 6 рядов. Здесь, так как у меня шнур другого размера, мы провяжем еще 7-й ряд. Расстояние между прибавками у нас, так, здесь мы довязываем 2 одиночных в конце, как я и говорила, так как мы начинали с 2. 7-й ряд у нас расстояние между прибавками 5 столбиков. Сейчас посмотрим, где 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь прибавка. То есть прибавка у нас не ложится на прибавку предыдущего ряда, поэтому можно сделать так. Провязываем 5 одиночных. 1, 2, 3, 4, 5 и делаем прибавку. Снова 5 одиночных и прибавка. Довязываем этот 7-й ряд самостоятельно. Итак, примеряем на свой бочонок. Ну, я думаю, еще 1 ряд провязать с прибавками. То есть мы провяжем еще 8-й ряд, где расстояние между прибавками будет 6 столбиков. Так, мы сделаем прибавку. Так, 1 столбик, 2 столбика, ставим маркер. И вот здесь прибавки не было, либо здесь будем делать, да? Вот здесь делаем прибавку. И далее вяжем 6 одиночных. 6 одиночных и прибавка. 2, 3,
4, 5, 6 и прибавка. Раз, два. Когда будем закрывать ряд, далее тоже 6 одиночных и прибавка. Когда будем закрывать ряд, у нас должен закончиться 4 одиночными, потому что мы здесь 2 одиночных провязали и прибавка у нас была, а расстояние между прибавками 6 одиночных столбиков. Вяжем самостоятельно, должно быть у нас 48 столбиков. Итак, у нас 8 рядов. Вот сейчас, примерив, можно понять, что крышечка выступает за пределы нашего бочонка. И теперь 2 ряда, как и здесь, мы провязываем для закругления без каких-либо прибавок. То есть здесь для крышечки мне понадобилось 8 рядов, здесь 6, я уже говорила, так как здесь у нас шнур одинакового размера и крючок. Здесь, то есть, ну, в принципе, вязать можно из любого шнурочка разных размеров. Идем, вяжем 2 ряда без каких-либо прибавок, 9 и 10. Просто за перемычку мы провязываем по одному столбику. Просто без каких-либо прибавок. Мы вяжем и 9, и 10 ряд. А я вам еще покажу, как красиво все это 11 рядом мы как бы закроем ряды. Итак, наша крышечка начала закругляться. То есть у нас всего 10 рядов. 2 ряда последних мы провязали без прибавок. И 11 ряд — это наш такой финишный закрепительный ряд. Чтобы придать готовый вид нашей крышечке, мы просто соединительными петлями вот таким вот образом, опять же, за перемычки ставим маркер в начало ряда, так как вяжем по спирали, за перемычку, и по всему кругу мы так вот немножко даже стягивая нашу крышечку. Видите, зато у нас получается вот такой законченный вид, без всяких вот здесь пробелов. То есть этот ряд, он все стягивает и делает крышечку красивее. Итак, довязываем последний 11 ряд. Я уже шнур обрезала, подхожу к маркеру, провязав вот в эту последнюю перемычку. Так, маркер снимаем и просто сейчас красиво сделаем последнюю петлю. Заходим под вот эту петельку и вот так вот выходим. Полупетля и перемычка. Все, подтянули. Хвостик спрятали. Вот такая крышечка у нас получилась. Сейчас еще хвостик свяжем, покажу как. Итак, хвостики здесь я обрезала. Смотрите, берем наш шнур и вот наша серединка, где у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Заходим под первую и провязываем столбик без накида. Далее через одну, вторую пропускаем, заходим под третью. Хвостик пока остается, потом наизнанку его спрячем. Провязали, одну пропускаем и под пятую. Опять же столбик без накида. И теперь по спирали мы просто, вот видите, здесь даже не целая петля, а полупетля. Мы соединительными петлями двигаемся по спирали. Раз. Два. У нас 3 петли, и мы по спирали за полупетлю вот таким вот образом вяжем на необходимую нам высоту нашего вот этого череночка. Все, по мне достаточно.
Обрезали нить. Так, вытягиваем. Внутрь его прячем. Вот так вот сверху. А вот этот вытягиваем наизнанку. Вот такой хвостик получается. Итак, все, теперь одеваем нашу крышечку. Смотрите, как получается. По-моему, тоже очень даже красиво. Ну, листик этот, мне кажется, немного он за большой для этой шкатулочки. Здесь у меня шнур 3 ну, в принципе, ну, тоже могло бы быть. Вот такие две яркие шкатулочки у меня получаются. Вот. Какая больше вам нравится, пишите в комментариях. В принципе, получается хорошая идея как бы для подарка, даже на День учителя. Заполнили рафаэлками, закрыли. Мне кажется, такая шкатулка прекрасно украсит кабинет, как в моем случае первоклашек. Итак, если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.